Сегодня у нас на обзоре новое поступление. Банкноты эти я приобрел из Португалии. Вот, написал отправитель не бросать. Это 1000 эскудос, Ангола. Во времена, когда Ангола была португальской колонией. Банкноты имеют разный тип серийного номера. Состояние, на мой взгляд, F. То есть повреждения, отсутствует уголок у банкноты, изгибы, загрязнения есть на банкнотах. Тем не менее, банкноты очень интересные. В этом видео мы разберем, будем ли мы их оставлять в коллекцию, будем ли мы их как инвестицию оставлять или пустим их в продажу. Давайте перейдем на сайт Номиста и начнем анализировать характеристики данной банкноты 1000 эскудос. Внешне мы ее уже осмотрели, и теперь давайте разбираться, будем ли мы ее оставлять в коллекцию лично себе, будем ли мы ее оставлять в коллекцию как инвестицию, либо будем принимать решение ее продавать. Итак, выбираем вкладку «Банкноты», прописываем искомую банкноту. Данные всегда пишите: страна Ангола, номинал 1000, единицы эскудос и просто год. Если не получается найти, удаляйте год, удаляйте единицы измерения, либо просто вот здесь вот по стране ищите. Итак, вот наша банкнота 1000 эскудос. Итак, первое, чем примечательна эта банкнота? Это банкнота несуществующей страны. Что я имею в виду несуществующей страны? Потому что это период, как написано в описании, это заграничные колонии Португалии с 1951 по 1975 год. Все, то есть уже такой страны нет, как колония Ангола португальская, и этим, собственно, эти банкноты уникальны. Год выпуска 62-70 нам нужно установить, какого именно года выпуска наши банкноты. Вот каталожный номер, 96-й каталожный номер. Итак, поехали, смотрим. Значит, они есть, как мы видим, 96-98 номер. Отличаются они подписями президента и главы Национального банка. А также, видите, есть разница в том, что сам формат номера банкноты. Цифры, буквы, цифры, маленькая, большая и так далее. Их существуют такие разновидности. Есть банкноты 1 цифра, 3 буквы, 6 цифр, 1 буква, 1 цифра, 2 буквы, 6 цифр и так далее, и так далее. В нашем случае сейчас мы имеем вот эту банкноту P98, 2 штуки, и вот эту банкноту P98, 2 штуки. Обе они 70-го года выпуска, как вы видите. И насколько часто они встречаются у коллекционеров на рынке. То есть эта банкнота 17%, это 26%. То есть относительно редкие банкноты. Относительно. Именно в своем обороте этого номинала и этого года. Дальше какую информацию мы можем получить? Есть такой индекс Номиста, который показывает, насколько редка банкнота в принципе. И если вы забыли, то 100 это самая супер редкая банкнота. Здесь индекс 35. Это говорит нам о том, что в принципе редкость этой банкноты на рынке немного ниже среднего. И здесь уже каждый для себя принимает решение. Если он собирает португальские колонии, то, естественно, для него она имеет больший приоритет. Если рассматривать с другой точки зрения, то, естественно, меньший приоритет. Итак, подведем итог. Мы имеем 3 банкноты. У них есть достаточно видимая грязь, видимое повреждение. Некоторые из них имеют повреждения углов,
То есть, в принципе, я их оцениваю по классификации состояния как F. Если вам интересно, дальше я могу записать отдельное видео про то, какие бывают классификации. Это образец, что сейчас на рынке продается. Видите, right now on eBay. То есть сейчас есть на eBay. И вот VF, видите, very fine. Ну, он считает, что это VF. Я считаю, что вот даже так я вижу множество изгибов. Естественно, банкнота грязная, в отличие от этой. Ну, по моему мнению, она совершенно не VF. Но у каждого свои, скажем, параметры. Вот видите, grade, AU. То есть это UNC не было в обороте, но имеет какие-то не совсем, скажем, не совсем чистая банкнота, еще что-то. Вот оцениваем мы наши банкноты на F. Раритетность банкноты очень низкая. Оставлять ее с точки зрения инвестиций смысла нет. Далее, класть себе в коллекцию. Опять же, из-за того, что раритетность ниже 50%, я не вижу смысла ее оставлять в собственной коллекции. И с точки зрения инвестиций тоже банкнота не подходит. Поэтому для меня однозначный вывод есть, что данная банкнота поступает в продажу. Вы видели сами банкноты, то, скорее всего, я их буду выставлять на eBay. Цена банкноты на eBay, вот мы видим для примера, что сейчас есть на eBay. 49 долларов, 29 долларов, 46 евро, 2,40 фунта. Ну, здесь видите аукцион, то есть 2,40 фунта, это цена еще может ого-го куда улететь. Почем было продано на аукционе КАЦ, мы видим 5 долларов, 38, 5, 7, 9, 17, 10, 25, 70. Естественно, все зависит от состояния банкноты, от того, в какой форме она продается. Видите, здесь банкнота продается грейдированная, то есть это тоже можно на эту тему записать видео, что такое грейдированная банкнота. Она, в принципе, сама процедура присвоения грейда, она стоит денег. Поэтому, например, банкнота грейдированная, как вы видите, с показателем 25, можно увидеть на видео, состояние VF, то есть чуть-чуть лучше, чем наша F, и она стоит 25. Да, это такая цена есть. Вот. Я думаю, что эту банкноту мы будем продавать где-то в цене 8, 9, 10 долларов. Поэтому, если кого-то банкнота заинтересовала, пожалуйста, обращайтесь, пишите на e-mail. Доставка по всему миру 7 долларов. Рекомендованным письмом, с трек-номером, со всеми делами вы сможете отслеживать. Опять же, канал только развивается. Я обязательно запишу видео, как отслеживать посылки и письма по всему миру, абсолютно без привязки к вашей стране. С вами были банкноты и монеты. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, расширьте видео, может кому-то будет интересно. И прошу вас, пожалуйста, комментируйте. Мне интересен фидбэк, чтобы понимать, в каком направлении развиваться. Всего доброго вам, до свидания.